Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку обращений через ManyChat в CRM-систему Bittrex24 в качестве сделок. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все ваши обращения через ManyChat в другие системы. Например, на основании этих обращений вы сможете создавать новые сделки в CRM-системе Bittrex24, удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в будущем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных ManyChat. На этом этапе вам необходимо указать действие «Получить данные». Далее необходимо создать виртуальный аккаунт ManyChat в системе Apex Drive. При необходимости вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». После успешного создания аккаунта кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в личный кабинет ManyChat. Именно на эту ссылку будут приходить новые обращения. Теперь вам необходимо перейти в раздел автоматизации и выбрать нужную секвенцию. Далее необходимо добавить действие Action. Не забудьте указать этап, после которого должно срабатывать это действие. Далее необходимо перейти к его настройке. Добавляем действие External Request. В этом окне вам необходимо вставить скопированную ссылку в поле Request URL. Далее необходимо перейти на вкладку Body и добавить все переменные, которые доступны в ManyChat. После этого вам необходимо сгенерировать новые тестовые данные или кликнуть по кнопке Test the Request. После этих действий кликаем Save и возвращаемся в систему Apex Drive, чтобы продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые были сгенерированы в ManyChat. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных ManyChat успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex24. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы на основании данных из ManyChat создавались новые сделки, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Bittrex24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать тип установки вашего Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также прописать домен портала. Для этого перейдем в личный кабинет Bittrex24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После успешной установки копируем домен портала из адресной строки без дополнительных символов. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать воронку и статус, в которых будут создаваться новые сделки при каждом новом обращении из ManyChat. Далее необходимо заполнить поля Bittrex24 переменными из ManyChat. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, Вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bittrex24 в качестве сделок при каждом новом обращении из ManyChat. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Bittrex24». После успешной отправки переходим в CRM-систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!